Привет, друзья! Сегодня в Германии наступает время, когда каждый сэкономленный евро – это заработанный евро. Пока правительство Фридриха Мерца пересматривает социальные бюджеты и внедряет обновленную систему Grundsicherung, у миллионов людей в кошельках лежит документ, потенциал которого часто недооценен. Речь идет о пенсионном удостоверении. Многие привыкли воспринимать его просто как официальное подтверждение статуса, но в реальности это инструмент, который может помогать экономить в разных сферах повседневной жизни. Давайте будем честны, государственные пенсии в Германии для большого количества людей остаются ограниченными по возможностям. Особенно это чувствуют те, кто вынужден внимательно считать расходы в повседневных покупках. В такой ситуации пенсионное удостоверение становится не просто документом, а дополнительной возможностью снизить траты. Это официальный доступ к специальным тарифам, о которых не всегда широко сообщается. Спектр таких предложений достаточно широкий, от льготного проезда в общественном транспорте до билетов в музеи, театры и скидок у отдельных поставщиков услуг. Но есть важный момент, о котором редко говорят напрямую. Значительная часть скидок в Германии предоставляется компаниями добровольно. Это означает, что вы не всегда увидите явные указания на льготы для пенсионеров в магазинах или сервисах. Информация о них может быть неочевидной. Поэтому практичный подход в 2026 году – уточнять условия и при необходимости показывать свое удостоверение. Многие аптеки, парикмахерские и небольшие кафе могут предлагать специальные условия для пожилых людей. Иногда простое предъявление пенсионного удостоверения помогает снизить итоговую сумму на 10%, а в отдельных случаях и на 20%. В годовом выражении такая вот внимательность к возможностям экономии может существенно повлиять на семейный бюджет. Как именно использовать этот документ максимально эффективно и где именно искать наиболее выгодные предложения, разберем по пунктам. Рассмотрим сейчас подробно финансовые преимущества, которые предоставляет пенсионное удостоверение в транспортном секторе. Немецкие железные дороги Deutsche Bahn продолжает реализацию программы лояльности для лиц старшего возраста. Если ваш возраст превышает 65 лет, вы получаете право на приобретение специальной карты для пожилых. Цифры говорят сами за себя. Востребованная банк-карт 25 обойдется вам всего в 40 евро и 90 центов вместо базовых 63. Для тех же, кто планирует поездки на дальние расстояния, предусмотрена банк-карт 50. Для пенсионера по цене 122 евро. Это существенное снижение стоимости по сравнению с обычным тарифом, что позволяет сократить ваши расходы при регулярных поездках. Кроме того, в отдельных регионах действуют дополнительные меры поддержки. Например, в земле Мекленбург-Переднее Померания местный вариант единого проездного Deutschland Ticket для пенсионеров с января 2026 года стоит около 43 евро вместо стандартных 63. Разница компенсируется из регионального бюджета для поддержки мобильности граждан. Несмотря на развитие общественного транспорта, многие пожилые люди в Германии предпочитают оставаться за рулем собственного автомобиля. В 2026 году правительство Фридриха Мерца сохранило программы поддержки для частных лиц на приобретение электромобилей. Пенсионеры могут воспользоваться экологическими бонусами, которые помогают снизить итоговую стоимость транспортных средств. Это возможность обновить автомобиль на более экономичный и современный вариант с учетом доступных субсидий. Однако владение личным транспортом в текущем году требует внимательного отношения к изменениям в правилах. С 2026 года вступают в силу обновленные нормы дорожного движения, касающиеся скоростных режимов в жилых зонах и технических требований к автомобилям. Размеры штрафов и требования к соблюдению правил остаются важным фактором, поэтому своевременная проверка состояния автомобиля и знание актуальных норм помогут вам избежать еще лишних расходов. Но транспортная сфера – это лишь часть системы преференций. Я хочу специально для вас рассказать, какую именно экономию пенсионный статус обеспечивает в области культуры и образования. Я надеюсь, вы поддержите меня в этом. Итак, давайте сразу перейдем к анализу привилегий в этой сфере, где ваш статус пенсионера открывает доступ к услугам, которые ранее могли казаться для вас дорогостоящими. Государственные музеи.
оперы и народные университеты в Германии активно поддерживают программы лояльности для пожилых граждан. Например, во многих федеральных землях входные билеты в государственные галереи при предъявлении пенсионного удостоверения могут обходиться на 40, а иногда даже и на 50% дешевле. Во многих случаях пенсионеры получают условия, сопоставимые со студенческими, что позволяет посещать крупные выставки по цене около 5-7 евро. Особое внимание хочу уделить высокой культуре. Знаменитая Земпер-Опер и другие ведущие театры страны регулярно выделяют квоты на билеты по скидке до 50%. Кроме того, в театрах все чаще практикуют специальные утренние и дневные представления, ориентированные именно на возрастную аудиторию, где цены на места могут быть существенно ниже. Это возможность приобщиться к искусству, сохраняя баланс расходов. Для тех же, кто стремится к новым знаниям, открываются двери народных университетов. Почти во всех регионах Германии пенсионеры имеют право на сниженный тариф при записи на курсы иностранных языков, компьютерной грамотности или творчества. Интересно, что льготы встречаются и в коммерческой сфере, включая профессиональный спорт. К примеру, футбольный клуб «Бавария» официально подтверждает, что болельщики старше 65 лет могут получить значительные скидки на билеты на домашние матчи. Это вот наглядный пример того, что пенсионное удостоверение может работать и там, где многие не ожидают. Специалисты по социальной адаптации рекомендуют тем, кто недавно завершил трудовую деятельность, объединяться в группы для совместных посещений мероприятий. Это не только вопрос экономии при покупке групповых билетов, но и способ легче пройти период адаптации к новому финансовому режиму. Этот этап связан с изменением структуры доходов и расходов, когда привычные, скажем так, траты сохраняются, а поступления могут снижаться. В таких условиях поиск дополнительных возможностей для экономии становится важной частью поддержки активного и комфортного образа жизни в Германии. Но и это еще не все. Сегодня система социального обеспечения Германии претерпевает заметные изменения, и пенсионеров ждет целый каскад дополнительных выплат от корректировки базовых ставок до помощи в оплате отопления. Ситуация такова, что современная подача заявления сегодня – это реальный способ легально увеличить свой ежемесячный доход. Статистика показывает, в текущем году проблема низких доходов среди пожилых людей в Германии остается все-таки острой. Примерно каждый пятый пенсионер в стране получает на руки не более 1400 евро в месяц. Это вплотную приближается к ориентировочной границе риска бедности, которая, напомню, в 2026 году оценивается на уровне около 1378 евро. И хотя средний показатель выплат по стране колеблется в районе 1990 евро для пенсионера в месяц, этот средний чек скрывает значительный разрыв. Все больше людей старшего возраста обращаются за государственной поддержкой, и социальные организации предупреждают: без активного информирования граждан нагрузка на систему будет только расти. В этой ситуации ключевую роль играют два вида адресной помощи. Первый – это так называемая базовая пенсия или Grundrente. Это государственная доплата для тех, кто работал как минимум 33 года, платил страховые взносы, но из-за низких зарплат в прошлом сегодня получает небольшие выплаты. Важный нюанс – теоретически пенсионный фонд начисляет эту сумму автоматически, однако на практике возможны неточности в расчетах стажа. Поэтому рекомендуется каждому пенсионеру в 2026 году лично проверить свое ежегодное пенсионное извещение. Даже небольшая ошибка в учете периодов воспитания детей, например, или обучения может повлиять на размер доплаты. Если же даже с учетом всех надбавок ваш суммарный доход не покрывает базовые потребности, в игру вступает второй инструмент – социальное пособие по старости, известное как Grundsicherung im Alter. При обращении за этой помощью в управлении социального обеспечения проверяются ваши доходы и накопления. Но не стоит этого опасаться. Действующие правила защищают так называемый неприкосновенный минимум. Это определенная сумма сбережений и даже небольшое собственное жилье могут остаться в вашем распоряжении. Главная цель этого пособия – это обеспечить базовые расходы – аренду, коммунальные услуги, питание и одежду согласно установленным нормативам.
Помните, государственная поддержка доступна, но право на нее необходимо подтвердить документально и своевременно. Рост цен на аренду жилья, а также повышение тарифов на электричество и газ стали серьезным испытанием для тех, кто находится на заслуженном отдыхе. Государство понимает, без дополнительной поддержки многим людям становится сложнее справляться с платежами. Для тех, кто снимает квартиру, в Германии существует мощный инструмент. Это жилищное пособие. Это не просто небольшая доплата, а ощутимая компенсация части вашей аренды. Размер выплаты рассчитывается индивидуально, исходя из вашего чистого дохода и региональных коэффициентов стоимости жилья. Важнейший момент – подавать заявление нужно в местное жилищное управление. И помните, пособие не начисляется задним числом, поэтому каждый месяц промедления – это потерянные сотни евро. Но есть и новость, которую многие ждали годами. С 2026 года правительство вводит дополнительную поддержку для тех пенсионеров, которые живут в собственной квартире или доме, но при этом имеют низкий доход. Эту выплату называют пособием на содержание недвижимости. Давайте разберем детали. Размер этой помощи определяется комиссией, которая учитывает количество членов вашей семьи, ваш суммарный доход и, что самое важное, остаток ваших выплат по ипотеке или кредиту за то же жилье, где вы проживаете. Это фактически признание того, что собственное жилье в Германии сегодня также требует значительных расходов. Кроме того, если вы уже получаете жилищное пособие, вы имеете право на дополнительные субсидии на отопление. Местные социальные службы обязаны консультировать вас по всем видам энергетической помощи, чтобы пожилые люди могли своевременно получать поддержку и не сталкивались с чрезмерной финансовой нагрузкой. Параллельно с жилищными вопросами усиливается поддержка в сфере ухода. Пожилые люди, чье состояние здоровья требует постоянной помощи, могут рассчитывать на выплаты из системы страхования по уходу. Если за вами ухаживают родственники дома, вам положены деньги по уходу. Если же вы пользуетесь услугами профессиональных служб или находитесь в доме престарелых, государство частично компенсирует эти расходы. Существуют разные ступени ухода, и от правильного определения этой ступени зависит, получите вы от государства 200 евро или 2000. В новой реальности крайне важно вовремя проходить медицинские комиссии, чтобы уровень поддержки соответствовал вашим реальным потребностям. Особо острый финансовый вопрос встает в тот момент, когда пожилой человек больше не может оставаться дома. Если при домашнем уходе вы напрямую получаете Pflegegeld и сами распоряжаетесь этими деньгами, то переезд в специализированное учреждение Heim становится серьезным испытанием для семейного бюджета. Основная проблема в Германии – это высокая сумма собственного участия, которую пенсионер обязан платить сверх того, что покрывает страховка. Давайте посмотрим на реальные цифры. В среднем по стране в первый год пребывания в доме престарелых доплата из собственного кармана составляет около 3000 евро в месяц. Для большинства это очень значительная сумма, которая за относительно короткий срок может существенно сократить накопление. Однако закон защищает вас, когда личные сбережения и пенсии заканчиваются, разницу обязательно покрывает государство. При этом у вас сохраняется право на так называемый неприкосновенный минимум. В 2026 году эта сумма составляет 10 тысяч евро, которые не подлежат изъятию. И важно здесь знать, что само пособие по уходу при этом не считается вашим личным доходом и не облагается налогами, что является дополнительной защитой для ваших средств. Не менее чувствительная ситуация сложилась и с медицинским страхованием Krankenversicherung. Мы уже видим последствия повышения взносов, которое началось еще в прошлом году. Для тех, кто застрахован в частных кассах, платежи выросли в среднем на 18%. Если же вы находитесь в государственной системе, к вашему взносу прибавится примерно 1 дополнительный процент. Но здесь есть важный юридический нюанс, на котором многие теряют деньги. Если основную часть взноса пенсионный фонд удерживает автоматически, то новую дополнительную эту надбавку многие пенсионеры обязаны оплачивать отдельно. Еще сложнее ситуация у владельцев частных или добровольных государственных страховок. Чтобы не переплачивать, вам необходимо самостоятельно подать заявление в пенсионный фонд на компенсацию части взноса. Государство может вернуть до половины общей ставки, включая дополнительные взносы кассы.
Для владельцев дорогих частных полисов эта субсидия покрывается лишь часть расходов, но без личного все-таки заявления эти деньги просто не будут вам выплачены. В текущих условиях невнимание к таким деталям может стоить сотен евро ежемесячно. Но есть еще одна тема, которую я просто не могу обойти стороной. В комментариях под многими прошлыми видео разгорелась активная дискуссия. Люди всерьез опасаются, что в условиях жесткой экономии правительство может пойти на непопулярные меры и начать сокращать уже назначенные пенсионные выплаты. Причем тревога возникает не только у тех, кто только собирает документы, но и у тех, кто уже десятилетиями находится на заслуженном отдыхе. Вопрос о том, насколько надежно защищены ваши заработанные права в Германии, становится особенно чувствительным сегодня. Давайте разберемся в юридической основе этого процесса и раз и навсегда проясним ситуацию для тех, кто ожидает негативных изменений. Закон в Германии сформулирован предельно четко. Пенсионерам, как правило, не приходится опасаться снижения уже назначенных выплат. Существует фундаментальная такая правовая защита, которая обеспечивает стабильность выплаты вне зависимости от бюджетных дискуссий в Бундестаге или состояния, например, государственных финансов. Даже если политики не могут договориться по другим статьям расходов, пенсионные обязательства остаются одними из ключевых приоритетов. Давайте детально разберем главный миф – возможность уменьшения пенсий из-за экономического спада. В немецком праве существует специальный механизм, так называемая пенсионная гарантия. Это защитная норма, которая работает как финансовый предохранитель, даже если средние зарплаты в стране снизятся, а именно от них зависит, напомню, расчет индексации, размер вашей пенсии по закону не уменьшается. Она может оставаться на текущем уровне до улучшения ситуации, но снижение выплат юридически не предусмотрено. Более того, система пенсионного страхования Deutsche Rentenversicherung обладает институциональной устойчивостью. Это не просто какое-то ведомство, которое может взять и оперативно изменить административным решением. Управление фондами осуществляется через представительные органы, что и обеспечивает системе относительную независимость от краткосрочных каких-то политических решений. А все компенсации, включая выплаты за периоды воспитания детей или того же обучения, закреплены в социальном кодексе. Это означает, что ваши права основаны не на текущей политической повестке, а на устойчивой законодательной базе, формировавшейся десятилетиями. Таким образом, пенсионные выплаты остаются одним из наиболее стабильных элементов социальной системы Германии. Но вы должны знать, что сегодня защита пенсионных прав в Германии распространяется не только на государственные выплаты. Здесь важный прецедент был создан еще в декабре 2025 года, когда Федеральный суд вынес важное решение, касающееся частных пенсий, известных как Riester-Rente. Я вам в прошлом видео об этом детально рассказывал. Суд ограничил практику страховых компаний, которые, кстати, пытались в одностороннем порядке снижать выплаты по фондовым договорам. Но давайте сейчас разберем юридическую начинку этого дела. Под внимание попал пункт в договорах крупной страховой компании Allianz Lebensversicherung. Компания использовала положение, позволяющее ей изменять так называемый пенсионный коэффициент. Это тот самый показатель, от которого напрямую зависит размер вашей будущей ежемесячной выплаты. Суд признал такие действия несоответствующими требованиям защиты потребителей. По оценкам Союза страхователей, это решение затронуло интересы более чем 1 миллиона человек, заключивших договоры в период до середины 2010-х годов. Теперь страховщики обязаны пересматривать выплаты в рамках установленных правил и не могут произвольно ухудшать условия для клиентов. Таким образом, сегодня правовую защиту ваших денег обеспечивают сразу три фундаментальных элемента. Это государственное законодательство, защитные механизмы типа пенсионных гарантий и институциональная устойчивость пенсионных структур. Если государственная пенсия по старости защищена социальным кодексом, то решение судов формирует добровольный такой барьер против недобросовестных практик со стороны частных страховых компаний. Так что сообщения в социальных сетях о возможном массовом сокращении пенсий в Германии часто не имеют под собой достаточно юридических оснований. То, что вы заработали своим трудом или накопили через частные фонды, остается вашей собственностью
в рамках действующего законодательства. Финансовые и какие-то там политические изменения не предполагают автоматического пересмотра уже закрепленных прав. Ваши накопления находятся под защитой действующих законов. И в завершении нашего большого обзора, перед самыми пасхальными праздниками, я хочу разобрать тему, которая касается почти каждой второй семьи в Германии. Речь идет о детских пособиях Kindergeld. Министерство финансов официально представило проект, который направлен на упрощение бюрократических процедур. Германия делает заметный шаг к автоматизации выплат. Теперь, чтобы получить деньги после рождения ребенка, родителям больше не нужно будет обращаться в несколько ведомств, заполнять многочисленные анкеты и собирать документы. Задумайтесь о масштабах. Государство направляет на поддержку детей около 55 миллиардов евро в год. Эти выплаты получают более 17,6 миллиона детей. Право на них имеют все абсолютно родители, работающие и платящие налоги в Германии, при условии, что их дети проживают на территории страны или Евросоюза. Рождение малыша – это период серьезных перемен, недосыпа и новых забот. И вместо того, чтобы в этот момент тратить силы на бюрократию и контроль сроков, вы сможете сосредоточиться на своей семье. Все необходимые данные из роддомов, из ЗАГСов будут передаваться в семейную кассу автоматически. С 1 января 2026 года сумма пособия зафиксирована на отметке 259 евро в месяц на каждого ребенка. Это правило действует независимо от уровня дохода родителей. Обычные деньги поступают всем на счет матери, и в новой системе выплаты будут запускаться автоматически после регистрации рождения. Пособие выплачивается до достижения ребенком 18 лет, но если ваш сын или ваша дочь продолжают обучение в вузе или получают профессиональное образование, выплаты можно продлить по установленным правилам. Ранее ошибки в заявлении могли задерживать выплаты, но автоматизация должна существенно снизить влияние человеческого фактора. Этот шаг к более стабильной и предсказуемой системе поддержки семей. Давайте вспомним, через какой сложный бюрократический процесс приходилось проходить родителям в Германии еще совсем недавно. Сначала регистрация в ЗАГСе, затем ожидание налогового номера на ребенка и только потом объемное заявление в семейную кассу. В условиях недосыпа и стресса после рождения малыша ошибки в бланках были нередки, а пропущенные сроки подачи документов могли задерживать выплаты на месяцы. Теперь эта система постепенно меняется. Министр финансов Ларс Клинбайли в своем недавнем заявлении для прессы подчеркнул: правительство стремится к созданию современного цифрового государства, которое должно упрощать взаимодействие с гражданами, а не усложнять его. Поддержку реформ выразила и Бербельбас, отметив, что облегчение процессов для молодых семей является одним из приоритетов Комиссии по социальному государству. Как же это будет работать на практике с точки зрения цифровых процессов? Законопроект Мерца и Клинбайля предусматривает автоматизированную передачу данных. ЗАГС, как и раньше, фиксирует факт рождения и передает информацию в Федеральное центральное ведомство по налогам. Далее, система без участия родителей передает необходимые сведения в семейную кассу. Однако здесь есть одно важное условие, без которого система не сможет работать корректно. У государства в базе данных должны быть ваш актуальный банковский счет (ИБАН). Если налоговой известны реквизиты обоих родителей, система автоматически будет перечислять деньги на счет матери. Это предусмотрено как стандартный механизм социальной защиты. Изменить получателя или счет можно будет позже через ваш онлайн-кабинет, но для первого платежа ваш ИБАН должен быть подтвержден в системе Эльстер заранее. Это ключевая суть реформы. Государство сокращает количество заявлений и начинает выполнять свои обязательства на основе уже имеющихся данных. Но что делать тем, у кого информация в налоговой базе устарела? Несмотря на масштабные обещания, внедрение такой сложной цифровой системы в Германии не произойдет за один день. Правительство Мерца и Клинбайля утвердило двухэтапный график реализации. И здесь важный момент для тех, кто планирует пополнение в семье в ближайшие 2 года. Первый этап стартует в марте 2027 года, и он коснется только тех семей, у которых в базе данных семейной кассы уже есть подтвержденная история. Логика здесь проста. Если у вас уже есть старший ребенок и вы стабильно получаете на него пособие, система автоматически привяжет новорожденного к вашему существующему счету.
Налоговое ведомство направит соответствующую информацию, и выплаты на второго или третьего ребенка начнутся по умолчанию на тот же IBAN, что и раньше. Это наиболее стабильная часть реформы, где риск сбоев минимален. Но для тех, кто ждет своего первенца, ситуация отличается. Второй этап, который охватит родителей первого ребенка, запланирован на ноябрь 2027 года. Почему такая вот пауза? Государству необходимо время, чтобы синхронизировать данные о месте жительства и трудоустройстве. Основное условие для автоматического начисления, чтобы хотя бы один из родителей должен постоянно проживать в Германии и иметь официальную занятость. Система будет в автоматическом режиме проверять ваш налоговый номер и статус плательщика социальных взносов. Если данные совпадают, первенец будет также обработан системой без вашего участия. Министры Ларс Клинбаль и Бербельбас подчеркивают, эта пауза между этапами необходима, чтобы отладить взаимодействие между ЗАГСами и налоговой системой. Вместо того, чтобы перегружать родителей первенца формулярами в самый уязвимый период после родов, правительство стремится создать систему, которая сама фиксирует право на пособие. Однако важно учитывать, до ноября 2027 года родителей первенцев все еще придется подавать бумажные или онлайн заявления по действующей схеме. Это переходной такой период, в котором цифровая система Мерца еще сталкивается с элементами старой бюрократии. Но цель все-таки ясна, к концу 2027 года бумажные бланки на Kindergeld должны уйти в прошлое. Завершая наш такой масштабный разбор, я обязан сделать последний штрих на карту семейных выплат. Несмотря на масштабные планы по автоматизации, упрощенный порядок получения детского пособия затронет далеко не всех. Существует ряд особых, скажем так, случаев, в которых цифровая система не сможет сработать без личного участия заявителя. Первая группа – это родители, которые ожидают своего первенца и при этом официально получают гражданское пособие Bürgergeld. Также в зону исключения попадают налогоплательщики Германии, которые фактически проживают за пределами страны. Для них семейная касса предусмотрела альтернативный вариант. Вместо автоматического перевода средств может быть направлено официальное письмо со специальным QR-кодом. Перейдя по нему, вы попадаете на частично заполненное онлайн-заявление, где система уже подгрузила базовые данные. Но вам все равно потребуется вручную дополнить информацию и отправить подтверждение самостоятельно. Второй важный момент касается совершеннолетних детей. Если вашему ребенку исполнилось 18 лет, но он продолжает обучение в ВУЗе или проходит профессиональное образование Ausbildung, автоматическое продление выплат не применяется. Чтобы продлить выплату Kindergeld, вам, как и раньше, необходимо своевременно предоставлять ведомству справки об обучении и другие подтверждающие документы. Пропуск сроков здесь может привести к приостановке выплат, и система не возобновит их автоматически. И самое главное, не забывайте, что мы с вами сейчас обсуждаем законопроект, которому еще предстоит пройти сложный путь согласования между федеральными землями, профильными министерствами и Бундестагом. В Германии бюрократические процессы меняются постепенно. Это означает, что родителям, которые ожидают пополнения в семье прямо сейчас или в ближайшие месяцы, все еще нужно ориентироваться именно на действующие правила. Оформляйте пособие по классической схеме, собирайте справки и не рассчитывайте на цифровое упрощение раньше 2027 года. В условиях реформ Фридриха Мерца выигрывает тот, кто владеет информацией и действует на опережение. На этом у меня на сегодня все. Следите за своими налоговыми данными, вовремя подавайте заявление, и пусть государственная поддержка всегда поступает вовремя на ваш банковский счет. Спасибо за просмотр.